Эта история начинается с бережного взгляда на маленькую брошенную беременную кошку по имени Дейзи. Она оказалась в клинике после того, как ее прежние хозяева, не сумев справиться с неожиданным пополнением, принесли ее с просьбой усыпить. Они оставили ее в руках ветеринаров и без колебаний покинули место, не задумываясь о том, что у этой кошки есть свои мечты и надежды. Через несколько часов, когда Дейзи впала в задумчивость о своем будущем, мир вокруг нее изменился. Вскоре после этого на свет появились 3 приветливых котенка, 2 девочки и 1 мальчик. Их веселые голоски наполнили клиники радостью. Волонтеры, работающие в клинике, быстро узнали о печальном случае с Дейзи и ее малышами. Они чувствовали, что у них остались всего лишь сутки, чтобы спасти их. Иначе их жизнь прекратится, так и не начавшись. Ситуация оказалась критической. Их сердца полнились переживаниями, и они понимали, что ничто не может быть важнее сохранения этих беззащитных созданий. Волонтеры немедленно организовали свою работу, чтобы попытаться найти временный приют, в котором Дейзи и ее котята могли бы жить и развиваться, пока им не найдут постоянные дома. Искать подходящее место было непросто. Звонили в разные организации, местные приюты и людям, готовым помочь. Информацию охотно передавали, но у всех были свои трудности. Каждый раз, когда возникала надежда, она тут же разбивалась о стены невозможности. Наконец, спустя несколько дней напряженных поисков, был найден уютный временный приют. Небольшая, но очень теплая квартира, где 2 гуманных волонтерам, Даниилу и Анне, удалось организовать пространство так, чтобы Дейзи могла понимать, что она теперь в безопасности. Приняв решение о спасении ее жизни, они с любовью подготовили место для нее и ее 3 малышей. Как только Дейзи и ее котята прибыли в новый дом, все почувствовали, что они наконец-то нашли свое место в мире. Дейзи, умная и внимательная кошка, сразу же поняла, что они живут здесь на птичьих правах, и старалась не доставлять временным хозяевам лишних хлопот. Она постепенно осваивалась в новых условиях. Ей не было страшно, и она быстро наладила порядок в своем мире. Дейзи заботилась о своих малышах с любовью. Каждый раз, когда они мяукали, она убаюкивала их своим мелодичным мурлыканьем, напоминая о том, что в жизни есть и светлые линии. Волонтеры, наблюдая за этой трогательной семейной идиллией, стали по-настоящему привязываться к Дейзи и ее малышам. Однажды они обнаружили Дейзи, сидящую рядом с котятами, когда солнечные лучи просачивались через окно. В этом трогательном зрелище находилась ясная надежда и радость. Но вскоре ситуация снова изменилась. Временные хозяева сообщили волонтерам, что они собираются уехать в другой город по работе и, к сожалению, не могут забрать с собой своих пушистых гостей. «Бедняжки, как же они будут жить дальше?» — думала Анна, глядя на пушистиков, которые мирно играли, не зная о предстоящем расставании. Несмотря на все разочарования, одно было понятно: кто-то должен взять Дейзи и ее деток на себя. Один из волонтеров, смелая и опытная женщина по имени София, согласилась взять на себя ответственность, чтобы забрать Дейзи и ее котят к себе в дом, где у них будет возможность восстановления и нового начала. Таким образом, Дейзи и ее 3 малыша были перевезены в уютную квартиру Софии, где царила забота и тепло. В начале новой жизни котята еще не чувствовали себя уверенными в новом пространстве. Но благодаря заботе и любви своей матери вскоре они стали осваивать это новое место. Дейзи с нетерпением и нежностью заботилась о них, адаптируя их к новому окружению. Постепенно котята начали исследовать свой дом, ползая по мебели и ласково играя друг с другом, а их уши трепетали от звуков маленьких шагов. Это была простая, но неимоверно важная радость для мамы-кошки. С каждым днем котята росли,
и открывали новый мир для себя. Когда они подросли и научились самостоятельно есть и пользоваться лотком, София поняла, что наступило время искать их новые семьи. Первая, кто нашла себе дома, оказалась девочка-котенок с недовольной мордочкой. Несмотря на ее серьезное выражение, в ней бурлила энергия и игривость. Ее новые хозяева были полностью очарованы ее красотой и активностью. Ее приютили с любовью и теплотой, которая окружала ее словно крепкое одеяло. Немного позже настал черед мальчика, который тоже нашел своего нового хозяина. Его новые родители были в восторге от его задорного характера и игривых выходок. Они узнали о котике от знакомых и без раздумий приняли решение взять его к себе. Теперь и оставшейся девочке, Кнопочке, предстояло найти новый дом. Между тем волонтеры сделали важное решение. Пристроить Дейзи ее невозможно было слишком долго удерживать. Стерилизовав ее, они вновь начали поиски новой семьи для нее. Но время шло быстро, и, к сожалению, нуждающихся в ней семей не обнаруживалось. Проблема заключалась в том, что для Дейзи прошло много времени, целых 8 месяцев, а кандидатов на спасение Дейзи было не так много. Каждый раз, когда какие-либо потенциальные хозяева проявляли интерес, были определенные возражения или неудовлетворительные обстоятельства. В одних случаях беспокоились о возможных трудностях с выгулом, а в других — о своих маленьких детках. Каждый раз сердце Софии щемило от заботы, и она испытала глубочайшее сочувствие к Дейзи. Несмотря на каждую трудность, она оставалась дружелюбной и ласковой, как всегда. Но однажды судьба улыбнулась Дейзи. Заботливая пара, проходившая мимо, узнала ее историю от волонтеров и захотела познакомиться с ней поближе. С каждым рассказом о ее благородных поступках их заинтересованность возрастала, и они сразу поняли, что хотят взять ее в свою семью. Благодаря любви и заботе их первой новой семьи и пониманию важности второй, они стали замечательными хозяевами для Дейзи. Когда они позвали ее в новый дом, Дейзи почувствовала их тепло и поняла, что это ее шанс на новое начало. Ее новым хозяевам сразу полюбилась ее доброта и игривость, что сделали ее частью этой замечательной семьи. Дети с радостью приняли Дейзи, нежно обнимая ее своими теплыми небольшими ручками. У Софии на глазах были слезы. Она счастливо прощалась с Дейзи, осознавая, что тот, кто так долго ждал новой жизни, теперь нашел ей. Но София понимала, что ее миссия не закончена, и одна кошечка по имени Кнопочка все еще нуждается в заботе. Кнопочка все еще ждала своего часа. Тем временем волонтеры стали замечать, как за этот период они привязались к ней. Их связь только крепла. Они провели много времени вместе, играя и заботясь о Кнопочке, которая со своей стороны отвечала лаской и полным доверием. Кнопочка стала не просто кошечкой, она стала полноценным членом общины волонтеров. В итоге все поняли, что Кнопочка заняла важное место в сердце Софии. Она приняла решение оставить Кнопочку у себя. Кнопочка, словно понимая важность момента, прильнула к ней. Материнская забота, которую она дарила, была ответом на теплые объятия домашних хозяев. Таким образом, вся семья питомцев, включая маму-кошку Дейзи, обрела своих любящих хозяев. Эта история, наполненная теплом и добротой, вдохновляет всех вокруг, показывая, что с любовью и усилиями можно поднять на ноги даже самых беззащитных существ. Она напоминает всем о важности милосердия и о том, как важно дарить надежду тем, кто в ней так нуждается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.